Ну, собственно говоря, там ничего такого не было, да, выступило два адвоката, которые просили клопотание, да, подали клопотание. Вот. И вы тут частично задовольны. Как вам вообще это вот частично задовольны нравится? Как вы оцениваете работу сегодня адвокатов? Ну и сегодня, в принципе, по факту заседания-то и не было. Да? Два клопотания, перенесено заседание на 21 число. Ну, я второго клопотания не видел, и первое клопотание тоже не читал. Там, ну, по общему, как бы, контексту понял, что свидок будет допрошен в тайном режиме, в маске, из помещения другого суда. Но допрос, как бы, со стороны Вячеслава и со стороны адвокатов защиты тоже допущен. Несмотря на то, что там были возражения со стороны адвокатов, суд, ну, я не слышал обоснования. То есть он, наверное, только зачитал резолютивную часть ухвалы о допуске тайного свидетеля. Обоснования там не видно было. Что, ну, какая ситуация, в чем она заключается? Заключается в том, что допрос тайного свидетеля, он вообще-то, ну, возможен, но дело в том, что обоснование тоже обязательно, даже в этом случае. Поэтому суд может ограничить доступ к информации для защиты государственной тайны, безопасности свидетеля или других лиц. Это часть 2 статьи 27 Уголовного процессуального кодекса Украины. И это частичная секретность, то есть, например, без публикации протоколов или с искажением данных свидетеля, но вот эти данные свидетеля будут искажены. Я не уверен вообще-то, что он будет в маске, если честно, нигде я не встречал, хотя по сообщениям, ну, от тех, кто присутствовали там, я понял, что они считают, что свидетель будет выступать в маске. Ну, во всяком случае, посмотрим. Но по закону судья обязан был вынести мотивированное постановление о таком режиме. Ознакомиться с таким мотивированной ухвалой можно стороне защиты и в любом случае обжаловать вот эту ухвалу немедленно. То есть подать апелляционную жалобу именно на эту ухвалу. Апелляционная жалоба будет направлена уже потом, я так понимаю, вместе со всем делом, если там решение не будет оправдательным приговором. Вот. Ну, или может отдельно она, ну, надо будет посмотреть, эта жалоба будет рассматриваться, потому что, ну, обоснования нету, возражение защиты обоснованное, поэтому это нарушение со стороны суда. Ну, во-первых, открытость процесса. Во-вторых, значит, ну, в общем-то, вот такой отказ в удовлетворении вот такого ходатайства стороны защиты, он связан с тем, что нарушается право на как бы открытость процесса и право на состязательность. То есть вот это закрытие процесса, она ограничивает право на защиту.
И вот таким образом нужно обосновывать в апелляционной жалобе на вот эту вот ухвалу, нужно обосновывать обжалование вот такого решения суда. Ну, в любом случае, свидетель будет допрошен, а уже каковы результаты будут, вот, то есть либо будет удовлетворена апелляционная жалоба, если защита будет подавать эту жалобу, или не будет, ну, уже будет, мы узнаем потом. Вот как бы такая ситуация по сегодняшнему. Что там за второе решение, я не знаю, вы, может, скажете? Я знаю только, что два адвоката подали клопотание, чтобы суд проводил в открытом режиме, да, и то, что суд частично задовольнил. Больше ничего сегодня, я так понимаю, не было, да? Ну, то вот... есть перенесли заседание это на 21 число, и на этом все закончилось. Да, вот в той записи, которую я вот... Судя по тому, как ведет себя София Симчишин, как ведет себя суд, то все это спланированная какая-то такая акция, да, ну, я лично это так вижу. Какое ваше видение вообще вот этого происходящего на данный момент? Ну, страшного ничего нету, то есть, если честно, вот во всей этой шоу, маски-шоу, да, вот, которые там пытаются, может быть, этот свидетель какой-то суперагент, да, которого нужно защищать. Он, например, сотрудник СБУ, да, я не знаю, в чем проблема. Никакого обоснования прокуратура не дала. Суд не обосновал свое решение, поэтому вот на сегодня мы не знаем, чем обосновано вот такое решение суда. И узнать его можно будет только потом, когда суд изготовит полный текст своей ухвалы. Это, ну, наверное, 3 дня дается на такой процесс, и тогда он вручается и обвиняемому, и защите. Вот, защита может посмотреть и уже начать с того момента процесс обжалования такого решения суда. Валерий, а можно к вам вопрос? Я сегодня, когда слушала адвоката Зинченко, они зачитывали это клопотание. Свидетель садовой такой-то, такой-то, проживающий в месте Львив по адресу улица такая-то, короче, прочитали весь его адрес, всю биографию. А как это такой ценный свидетель, что зачитали полностью все его данные? Ну, знаете, я думаю, что эти данные фейковые, то есть они, может быть, зачитали данные, но поскольку режим секретности, они должны были зачитывать измененные данные, поэтому нету никаких... Ну, а вот такой свидетель сильно ценный, они зачитали там, где он живет, ну, фейковые, допустим, фейковые. Ну и тут решили, короче, сходить в гости к этому свидетелю. И пострадали другие люди. Не понял, еще раз, кто пострадал? Ну, она говорит, предположительно, она так, Карина скажет, предположительно, если вот они вписывают адрес, да, и если такие хотят отомстить, то... Нет, не отомстить, а вот сходить к этому свидетелю в гости, переубедить, дать денег или еще что-то, чтобы он изменил показания, а там другие люди живут. Ну, то есть оказать давление на свидетеля, это уголовно наказуемое деяние, если вы не в курсе. Ну, а я понимаю, что это уголовно наказуемо, надавить давление на свидетеля. Но они зачитывают адрес, а там живет вообще другой человек. И может другой человек уже пострадать. Ни за что, ни про что. Ну, тогда, если человек пострадает, то тогда нападающий будет привлечен к уголовной ответственности в любом случае. И еще с отягчающими. Но дело в том, что я просто почему спрашиваю,
Я присутствовала как-то раз на суде по криминальное дело, и была вот свидетель, да, который должен был дать показания. Адрес, вообще никакого адреса не говорили, ни фамилии, ни имени. И этот свидетель зашел в зал суда, и там уже узнали на суде его настоящее имя и фамилию. А не вот этот вот цирк, фейковые адреса, фейковые названия. А где защита вообще свидетеля? Они с этого свидетеля что-то такое сделали, вообще какое-то, я не знаю, Бэтмена какого-то, ценного свидетеля, который где-то ходил в лесу и с кем-то разговаривал. Ну, есть предположение, что этот свидетель будет заниматься лжесвидетельствованием, и, может быть, он находится под каким-то соглашением с СБУ, кто его знает, мы не знаем, да, вот чем объясняется его такая защита. Если у него какая-то договоренность с органами правоохранительными, ну, службой безопасности, то тогда, ну, его показания могут быть, ну, не соответствовать, то есть, да, он как бы, я точно не знаю, но всегда СБУ работает таким образом, чтобы минимизировать риски для своих, ну, агентов. Вот. И вплоть до того, что, ну, например, вот они протаскивали закон, помните, закон о том, чтобы преступления экономические, которые допускают агенты СБУ, они не были наказуемы. Была попытка такая, ну, какой-то законопроект пытались протащить, я не знаю, они рассматривали или еще нет. Точно так же они пытаются действовать и в данном случае, то есть человек будет откровенно врать, да, но его вранье, оно будет покрыто вот этим, да, вот этой вот, как бы, как они это обосновывают, необходимостью защиты основ национальной безопасности. Там вот как-то так оно все происходит, но тем не менее это же судебный процесс, и, ну, тут какая-то, может быть, коллизия вот этих норм, но суд, он будет, как бы, судебные, как бы, вот эти споры, они имеют преимущество, поэтому я думаю, что никакие договоренности помимо суда не могут позволить свидетелю лжесвидетельствовать, ну, как бы, в судебном процессе. Он дает присягу. Ложь под присягой, опять же, уголовно наказуемое дело. Хорошо, а подскажите, пожалуйста, они с этого свидетеля сделали тайного агента под прикрытием, ну, в общем, обезопасили уже себя как только могли. Какие органы, ну вот это суд во Львове, какие органы, Генпрокуратура или Киев может повлиять на ход событий этого суда и этого свидетеля? Нет, на ход судебного процесса никто не может повлиять. Ну, в смысле, официально и законно. То есть суд – это автономный орган, как бы независимый орган власти. То есть у нас власть на три ветки делится: исполнительная, законодательная и судебная. Судебная независимая ветка власти, и, ну, в теории, да, можно сказать так, а не в нашей практике, в теории на нее влиять нельзя. Но давление оказывается, то есть вы же понимаете, да, со стороны прокуратуры, то есть это правоохранительные органы, со стороны там службы безопасности, ну и со стороны офиса президента, то есть масса всяких нюансов, которые нарушают вот эту независимость суда. А законным образом они не имеют права этого делать, но делают, вы знаете, делают, и как бы
страха у них нету, потому что они людей, как бы, да, граждан, они и их права, они вытерли об них ноги, что называется, да, и продолжают это делать. И для них вот такая тактика, она уже привычка, это, то есть отказаться от нее они не в состоянии. Их надо как бы убирать с этих позиций провластных и не знаю, что делать. То есть я, например, вот в этих выборах, да, которые предназначены для того, чтобы делегировать мои личные полномочия, например, как гражданина, делегировать каким-то представительским органам власти, то есть законодательной, там, исполнительной, там, судебной, президенту, я не делаю. То есть мои полномочия как гражданина, ну, поскольку источник власти – это народ, я никому не передавал. И таких, как я, которые не участвовали в выборах, наверное, хватает в Украине. То есть есть часть граждан, которые не передали свои полномочия президенту, значит, суду, ну и другим органам власти. Это, ну, как бы представляет собой такую дихотомию вообще-то общественных отношений, которые должны регулироваться несколько по-другому. Но реальность такова, что они считают, что они полномочные, да, и представляют полный набор граждан Украины. Хотя на самом деле это не так. Не все граждане передали свои полномочия именно представительским органам власти. Ну, вот как-то так. Ну, как-то так мне это напоминает 37-й год. Ну, скажіть, будь ласка, та клопотання ж прокурора цього Петльованого суд у резолютивній частині зачитав, що він приймає його тільки частково задовольнив це клопотання. Ну, Він же не повністю задовольнив клопотання Петльованого, а частково тільки задовольнив. Да, вот я не понимаю, в чем вот частично, то есть на записи, видеозаписи, ну, там... Смотрите, частично заключается в том, что все-таки адвокаты смогут задать ему вопросы. Ну вот и все, собственно. Нет, ну это вообще тогда не допрос свидетеля. Как это не дать адвокатам задать вопросы? Это неправильно. Ну, це ж іде вже тоді порушення дебатів прокурора, наприклад, і адвокатів Зінченка. Це ж уже ЦПК вони порушують. Ну... Як адвокати повинні задати йому запитання, він повинен відповідати на них. Як це так? Да, не в этом частичность. В чем частичность, я пока не знаю, потому что в видеозаписи, которую, ну, мне прислали, там нету окончания вот этого оглашения судом своей резолютивной части ухвалы. В чем же состоит эта частичность? Вот я, ну, до сих пор не понимаю текста ухвалы. Це ж я не розумію. Частково він зачитує цей суддя, що частково задовольнити клопотання, але в чому частковість, нічого не зрозуміло. Да, это, наверное, кто-то там, кто присутствовал, может, кто-то есть, кто присутствовал в судебном заседании? На данный момент нету. Нету. Ну, тогда мы с вами можем только догадываться, да, о чем там, в чем частичность состоит. Поэтому в тех видеозаписях, которые там прислали, я не знаю, Львов, да, львовские телеканалы, там окончания нет. Я нет. думаю, что это будет понятно в ближайшие несколько там часов или сутки ближайшие мы поймем, что там было сказано, но пока что под вопросом. А 21 числа следующее заседание мы увидим, что они имели в виду частичное задовольнение. Валерий, а у меня к вам еще такой вопрос. Ну, я уже задавала то, что сейчас никто не может повлиять на процесс суда, вот на нарушения и все остальное. Это в Украине. С Европы, с ООН, там письма будут отсылаться, вы будете. Они как-то могут повлиять или нет? Да, як же, вони ж будуть переглядати рішення суду, апеляція. Я письма уже отправил, то есть в три организации я отправил, осталась только одна ООН,
но она не такая как бы срочная. То есть в Amnesty International, в Human Rights Watch отправил и в Красный Крест, Международный комитет Красного Креста. То есть это они могут просто контролировать, ну не контролировать, а наблюдать за четкостью проведения всего этого суда, законов и вот этих вот процессов, да? Human Rights они не могут втручаться. Human Rights Watch имеет полномочия мониторить нарушения прав человека, то есть которые состоят как в нарушении прав на справедливый суд, так и нарушение прав как человека, который находится под мерами ограничения, запобежными заходами. Вот, с двух сторон. Amnesty International, они концентрируются тоже на нарушении уже другого характера, то есть они более оперативно действуют, но тоже они могут промониторить и само дело, то есть и те нарушения, которые были им сообщены, и, значит, ситуацию, в том числе и ситуацию о условиях содержания в СИЗО. Ну и Красный Крест, он только мониторит о состоянии здоровья обвиняемого и условиях содержания в СИЗО, то есть мониторинга судебного процесса Красный Крест не делает. Вот. Поэтому Human Rights Watch и Amnesty International, они могут промониторить. Они, конечно, не будут, но свои отчеты по результатам они составляют. И Украина, кстати, по фактам, которые, ну, ежегодная отчетность, там есть Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, находится в очень плачевном состоянии, то есть очень много жалоб удовлетворены. Такой-то против Украины, такой-то против Украины, то есть решения отменяются уже европейскими инстанциями. И это, конечно, для Украины, которая стремится в ЕС, вот это нарушение принципа верховенства права, на котором настаивает как бы ЕС, для того, чтобы войти в ЕС, нужно отвечать критериям. И вот этот один из критериев, один из основных, это, который сейчас очень важен, это верховенство права и коррупция. Вот эти два момента, ну, и если опять будет выявлена такая вот ерунда, которая творится, она творится, то, конечно, ну, я так понимаю, что ни Зеленский, ни правоохранители, им по барабану этот ЕС, то есть им плевать, мягко говоря, на желание народа Украины, чтобы Украина вошла в ЕС. Ну, как-то так. Получается, это только может Европейский суд мониторить это дело и потом написать там бумагу, отправить, что были такие-то, такие-то нарушения, так-то, так-то, так-то. Еще один такой вопрос. Они могут сделать на запрос дела Вячеслава в прокуратуру? Запрос дела Вячеслава, там вот полностью его дело изучить. Видео сделать, на видео экспертизы, обратить внимание на все их, на портретную экспертизу, дать свою резолюцию. Ну, запрос, наверное, они сделать могут. И, наверное, даже этот запрос может быть и удовлетворен. Но трудно сказать. Дадут ли наша прокуратура Львова, даст ли в полном объеме дело? Они ж могут и что-то не доложить. Ну, дело в том, что процесс открытый, и если имеет мандат правозащитная организация, то есть они же все с мандатами международными, ну, примерно как адвокаты, да,
И как адвокаты они имеют право знакомиться с документами процессуальными. То есть я думаю, что могут они ознакомиться, но будут ли они это делать? Ну, в какой-то части, наверное, могут, да. То есть по своему желанию, потому что ну, работа оплачиваемая. И... Если будет у них желание, они могут сделать, например, не на все дело, да, там на показания свидетелей, запрос на экспертизы, промониторить дело и, к примеру, сделать экспертизу того же видео, там, где вот эта вот машина, ну, в общем, мы уже это говорили, этого интернетчика, маляра, штукатура, который мыл руки возле машины. Там же явно видео смонтировано. Ну да, короче... Они могут же сделать экспертизы свои. Да, могут ходатайствовать о проведении независимых экспертиз. Что касается вот мытья рук, то есть сегодня мне поступила информация, что однозначно в момент, когда было убийство, то есть 19 июля 2024 года на Масарика 3, и в частности в подъезде номер 7, где проводился этот переподключение интернета, вода была. То есть свидетель же показывает, Дума, что он вышел для того, чтобы помыть руки, потому что он их испачкал в звездке. На самом деле вода была, и он преспокойно эти руки мог бы помыть в той квартире, где они переподключали якобы интернет. Вот какая интересная ситуация. То есть кроме того, что его показания противоречат показаниям Бабюк и видеозаписи значит, в отношении Крика, якобы Крика Фарион, еще его как бы ложь заключается в том, что он почему-то, у него что, особенная какая-то вода для мытья рук или что, или он не мог кран там открыть. Ну вот я затрудняюсь. Такое впечатление, что он врет. Не, ну там все наполовину врут. Вот такой вот еще момент. Получается, эти наши адвокаты подали на этого свидетеля, чтобы он был открытый, а вот на повторный допрос Софии особы этой Семчишин они, получается, не подавали, да? На выяснение, где она была в этот момент, у нее много версий, где был запеленгован ее телефон, и вообще, где она шарилась 4 часа, когда мать убила. Ну вот все вот эти вот ходатайства о повторном допросе, о, значит, дополнительных, как бы, сборе дополнительных доказательств, они могут быть поданы адвокатами и сейчас, ну то есть до момента начала исследования доказательств стороны защиты. Вот она сейчас, после того, как свидетели обвинения будут допрошены, начнется исследование доказательств стороны защиты. То есть, и поскольку есть трудности, я так понимаю, в сборе доказательств, то есть, во-первых, значит, прокуратура не предоставляет материалы по запросу, необходимые видеоматериалы. Ну, например, Немировскому отказали в предоставлении вот этих видеозаписей, то есть он был вынужден самостоятельно их где-то там копать в этих материалах дела. Значит, когда, ну, в двойном экземпляре появляется два Зинченко в одном кадре. Вот. Затем, что там еще? Я хочу, пока вы думаете, задать еще вам вопрос. На следствии еще, когда шло следствие, сам Сулейма заявлял в суде, что 16 числа было зафиксировано, Зинченко стоял на балконе съемной квартиры, и в то же время было зафиксировано, как этот Ряженый заходил в подъезд, пробыл там 5 часов, около 5 часов, и потом камера зафиксировала, как он вышел с подъезда. Но почему-то этот момент
на процессе нигде не озвучивается, так же, как и видеозапись за 19 число. Ну вот я... Просто как Зинченко и там, и здесь. Я надеюсь, что адвокаты все же вот соберут все свои там возможные и невозможные доказательства и представят их суду. Но нужно понимать, что сторона обвинения будет активно возражать, то есть против доказательств, их допустимости, значит, ну и тому подобное. То есть нужно понимать, что чтобы эти доказательства были присоединены к материалам дела, нужно действовать четко и не ошибаться. Да, и еще такой момент, то есть вот как выяснилось, например, по моменту, когда Вороняк там пытался суду поставить задачу о том, чтобы суд возбудил уголовное дело против свидетеля, который продавал пистолет человеку с ником Параноик, значит, то здесь ситуация такая, что суд не может возбудить никакого уголовного дела по данному как бы заявлению, потому что уголовные дела, ну, в основном, в зависимости от подследственности, возбуждаются либо прокуратурой, либо СБУ, либо, значит, в основном все полицией. Поэтому вот эти заявления о требовании возбуждения уголовных дел, например, в отношении свидетеля или в отношении там ДНК-экспертизы стула, или там в отношении фальсификации протокола осмотра места происшествия, все они должны быть поданы в соответствующие правоохранительные органы, либо в прокуратуру, либо, значит, в полицию. Но поскольку, значит, Вороняк, ну, наверное, он не полностью сориентировался в этом процессе, то есть он переволновался и, значит, попытался суду такие задачи поставить, но его, как бы, с одной стороны, это хорошо, да, но с другой стороны, если он, например, да, или тот же Немировский, да, они не подадут свои заявления, или там, ну, вместо Немировского кто там будет, Сулейма, смотреть про двойное видео, или про ДНК-экспертизу, или про фальсификацию протокола, не подадут в полицию там, или в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении фальсификаторов, значит, в отношении там этого мошенничества, то тогда суд не будет никак реагировать, он просто, ну, пропустит вот это вот мимо ушей. То есть это будет как кино, да, просто пустой звук. А еще такой вопрос. Это получается, Вороняк там сказал, что мы хотим там возбудить уголовное дело по поводу этого оружейника. По правилам, это Вороняк или Сулейма должны, если этот оружейник Днепропетровский, подать заявление в прокуратуру и в полицию вместе Днепро на заведение уголовного дела, правильно? Да. Ну, то есть нужно подавать в одну инстанцию, то есть нужно посмотреть, по какой статье они будут его привлекать, ну, просить привлечь к ответственности. И в процессуальном кодексе там есть одна статья, где расписана подследственность каждой из статей Уголовного кодекса. Если это подследственность прокуратуры, значит, нужно подавать в прокуратуру. Если это подследственность полиции, значит, подавать в полицию. Если подать и туда, то один из органов может издать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое придется обжаловать. Это не очень хорошо. То есть нужно... Просто я не знаю, там, не так сказала, ли в полицию, или в прокуратуру. Если там они добьются, адвокаты, что против него будет возбуждено уголовное дело, в процессе, вот когда у Вячеслава идет суд, как это повлияет этот свидетель, если на него будет возбуждено уголовное дело, на показания его в данном моменте на суде у Вячеслава?
То есть Никак не возбуждать уголовное дело не запрещено в отношении свидетеля. Даже наоборот, бывает, свидетели часто в одном и том же процессе переходят из одного статуса свидетеля в статус обвиняемого. Это не проблема. Нет, я имею в виду, его показания будут учитываться на суде? Нет, это да? не зависит от этого, да, то есть будут учитываться, да, если только их не признают недопустимыми, то есть нужно отдельно как бы в каждой части этих утверждений, то есть доказательств, в каждой части отдельно подавать ходатайство о признании доказательства недопустимым. Ну, это работа адвокатов должна быть. Да, причем очень усердная. Понятно. Ну, суд, конечно, сегодня вообще как-то был вообще ни о чем. Эти клопотания рассмотрели, посидели, ну, так, они это могли, мне кажется, вне суда сделать, подать клопотание до суда. Ну, как правило... Клопотання подається можна і на суді, і до суда, але ж ухвала виноситься то на суді, в судовому засіданні. Да, в судебном, правильно, да, в судебном заседании. Ухвала-то в суде, но сейчас они подавали клопотания, вообще... Що, можна і на засіданні подавати клопотання, можна й до засідання подавати клопотання. Різниці нема, де ти його подаєш. Я имею в виду, что день прошел зря. Сегодняшний суд прошел зря, вообще ни о чем. Ну, А это каждый день в СИЗО Вячеслава. Я говорю об этом. ну, не совсем зря. То есть, наверное, все же адвокаты подали клопотания и в канцелярии, но, понимаете, как пока оно из канцелярии дойдет к судье, это еще там проходит какое-то время. И не факт, что судья ознакомился с этим клопотанием. Поэтому по факту может получиться, что клопотание о мотивировке клопотания суд услышал только буквально когда Вороняк зачитывал его там в судебном заседании. То есть Але ж воно зразу йде, якщо він зачитував у залі суду, його це клопотання Вороняк, так у справу ж воно в той день, ну як, до справи воно зразу бере, задовольняється. Ну да, рассматривается оно, да, все правильно. Він же його зачитав в усній формі, зачитав. Він же не просто подав клопотання, він його зачитав, це клопотання в залі суду. Да, ну как бы чисто исходя из прагматических как бы соображений, как правило, адвокаты или сторона защиты, они подают клопотания заранее с тем, чтобы суд имел возможность, то есть это же люди, да, имел возможность заранее ознакомиться с этим клопотанием. И причем эти клопотания, они же вручаются и стороне там потерпевшей, и стороне обвинения, то есть они все должны быть ознакомлены с этим всем и высказать свою позицию или возражение. Хорошо, это будет сейчас 21 числа, этот тайный агент, свидетель тайный, будет он давать показания. Наши адвокаты Зинченко перекрестные вопросы должны ему задать. И после этого уже прокуратура заканчивает свое обвинение. Больше у них ничего нет. Да? Ну, И потом вступают в защиту адвокаты Зинченко. Да, примерно так. Ну, получается, адвокатам Зинченко надо было уже миллион клопотаний подать, ходатайств на повторные допросы, на повторное все. Там уже должно быть, уже было все подготовлено. Ну да, если они заранее не подали, то если они начнут по ходу дела подавать клопотания о повторных экспертизах, например, то как бы сторона обвинения будет заявлять, что это является затягиванием процесса умышленным, да, то есть превышение своих процессуальных злонамеренное использование своих процессуальных прав. И это начнется раздуваться в СМИ, понимаете, да, и давление на суд будет. Ну, в общем, это известная как бы канитель может начаться. Поэтому, если они до сих пор не подали эти ходатайства, то это, конечно, ну, печально, да. Валерій, так вони ж його можуть, якщо вже вони перейдуть до
защити буде, то вони вже ті клопотання суд може їх не приймати. Нет, нет, в процессе, да, то есть клопотания можно подавать на всем протяжении процесса, но вплоть до дебатов. Уже когда дебаты, тогда клопотания не подаются. Это уже не судебное рассмотрение, это так. Да. Валерий, еще такой вопрос. Вот адвокат Немировский подал уже в суд независимые экспертизы, там 3 или 4 экспертизы. Но мы надеемся, что Немировский вступит в защиту Вячеслава. Надеемся на это все-таки. И вот те 3 или 4 экспертизы, которые уже были поданы, они уже в суде. Суд обязан их принять во внимание? Я не уверен, что это экспертизы. То есть, насколько я знаю, Немировский подал рецензию на что? Портретную экспертизу. На портретную, да. Но это не экспертиза, а рецензия. Это совсем разные вещи. Поэтому... На вот, лицензии на вот эти вот сопли, слюни, которые вот эти стулья 3 раза мыли. Можете объяснить разницу, потому что не все понимают, что такое рецензия и что такое... Да, то есть экспертиза, это ее выполняет эксперт, который имеет лицензию на проведение таких экспертиз. А, в части, например, портретная экспертиза, то есть на ее, чтобы ее как бы перебить, нужна независимая тоже экспертиза. То, что подал Немировский, это рецензия, это не экспертиза, это просто отзыв специалиста, который вот считает, что там были нарушения. То есть, просто ставит под сомнение эту экспертизу, но для того, чтобы ее дезавуировать, вот эту экспертизу, то есть признать ее недостоверной, вот, это доказательство, нужно ходатайствовать о проведении независимой повторной экспертизы, и вот международные правозащитные организации могут помочь в организации проведения таких экспертиз, например, с участием... Все-таки надо привлекать международные организации, правильно? Я думаю, да, что лишнее как бы это не будет, наоборот, вот этот мониторинг, он дисциплинирует всех участников и нас успокоит в какой-то степени, потому что наши как бы, да, нервы, они напряжены, то есть вот нам все время кажется, что нарушения идут, и, наверное, это не только кажется, наверное, на самом деле так оно и есть. Да, хотела только сказать, нам уже не кажется, они явно уже идут, эти нарушения, и как-то вообще никто не реагирует, и Петлеваный вообще там как царь и бог. Я понимаю, что прокуратура, они считают себя богами и решителями судеб. Я это слышала от 14 прокуроров, как они это заявляли. Когда-то прокуратура, да, была таким уважаемым органом, то есть если там какие-то споры, то она разруливала, но поскольку у них были функции надзора. На сегодня они такой функции лишены, и я не знаю, на чем основано их вот это вот богомазание. Решители судеб. Как они говорят, выше нас только боги. Мы решаем судьбы на земле. Да, боги это мы, да, с вами. Поэтому... Боги мы. Понятно. Что надо адвокатам Зинченко очень хорошо подготовить защиту, чтобы Петлеваный не мог даже слова вставить. Да, и нужно еще постараться живыми остаться и здоровыми, да. Даже так? Да, даже так. А вот на независимые экспертизы, если вот защита еще не подала заявку на независимые экспертизы, это ж суд только решает, делать независимую экспертизу или их устраивает эта экспертиза? Да, они могут как бы рассмотреть ходатайство, если оно подано, и удовлетворить его или отказать. Для того, чтобы... если вот они отказали, что тогда делать? Тогда на отказ пишется апелляционная жалоба, которая присоединяется
к материалам дела. Если, значит, решение будет не в пользу обвиняемого, то есть неоправдательный приговор, тогда уже на апелляционной инстанции, там на этапе апелляции будет рассматриваться в том числе и вот эти апелляции на конкретные ухвалы суда. Получается, все эти клопотания надо сейчас адвокатам Зинченко подавать, чтобы вдруг, ключевое слово «вдруг», будет приговор, и чтобы на апелляции уже это как сработало, эти все клопотания. На апелляции же не подают же эти клопотания про независимые экспертизы, или подают? Нет. На этапе апелляции рассматриваются только те доказательства, которые были рассмотрены по первой инстанции. Новых доказательств уже не подается. Только если станут известны как бы новые обстоятельства, вот, то тогда эти доказательства о новых обстоятельствах, а вот то, что касается портретной экспертизы, значит, дорологической, там, ДНК-экспертизы, если не поданы ходатайства, то апелляция ничего не будет предпринимать. Они скажут, что да, надо было действовать вовремя. А по новым обстоятельствам они могут принять во внимание и там назначить даже экспертизу какую-то. Это должны работать адвокаты Зинченко по ходатайствам, по всем этим экспертизам. На вдруг что, если будет приговор? Будем наблюдать, что будет происходить 21 числа. Уже мы увидим какую-то работу адвокатов по тайному свитку, да, я так понимаю. Ну может, да, я так понял, что они возбудились уже по поводу того, что их бортанули таким наглым образом, поэтому их честь задета. Их честь уже давно задета как-то. Ну нет, таким образом еще не было, чтобы они обоснованное ходатайство подали, да, и им, значит, на каком-то непонятном основании отказывают. Это просто, значит, для адвоката, ну, неприятно, мягко говоря. А вот к вам вопрос поступил. А сейчас есть ли еще время подавать все эти клопотания на экспертизы, на все? Да. Дякую. Підписуйтесь на аккаунт в Ютубі Валерій Табаков, на ТикТокі Валерій Табаков. Дякуємо вам дуже, Валерій, за вашу профессиональную такую, скажем, оценку происходящего, за поддержку, за то, что вы пишете письма, да, в международные организации, помогаете освободить этого ребенка, чтобы наблюдали, смотрели за этим делом международные организации. Ну и наблюдаем и следим за тем, что происходит дальше. Потому что ребенок действительно не причастен к этому преступлению. Но София продолжает усердно навешивать ярлыки не только на ребенка, но и на всех русскоговорящих. Вот сегодня она там что-то опять выражалась, скажем, не буду даже говорить этих слов, некультурно, да, про тех, кто говорит на русском. Ладно, можно еще, Валерий, один вопрос. София, ну просто за Софию заговорили. София выставила у себя на странице в Фейсбуке скриншоты, переписки там с Василем и с мамой. И эти переписки такие очень интересные. В каком смысле интересно? Первая переписка с Василем, мама там в коме пишет, наверное, умрет. 23:20 она пишет, померла, и 22:37, прошло 17 минут, она пишет, в понедельник похорон. Такое впечатление, что это было заранее все спланировано. Ну, я там заметил в этой переписке, что Василь пишет, ну, после того, как узнал, что померла, значит, он пишет «Царство небесное». Но, как правило, значит, идет обоюдное, но София про Царство Небесное ничего там не написала. Ну,
София у нее все померла, и уже через 17 минут у нее уже похороны. И закопать, да, поскорее. Ну, понятно. Да, Что... Умерла, похороны в понедельник, она написала. Но, извините, за 17 минут, когда будут похороны, я еще не помню, что у кого-то организованы были похороны с такой скоростью. Но это очень удивительно. И вызывает массу подозрений в ее адрес. Не, ну, существует традиция, то есть 3 дня, как бы, они же там греко-католики, и 3 дня, в течение 3 дней нужно хоронить. То есть это была пятница, суббота. 17 минут, человек за 17 минут, еще если это ее мама, он сидит в шоке, он там расстроен или еще как-то. Она уже пишет, все, понедельник похороны, так, все, умерла, закопали и забыли. Ну, это... И взяли эту переписку, девочки, со страницы Софии Семчишин, взяли эту переписку, она сама ее выставила у себя в интернете, в Фейсбуке. Поэтому это все с ее же страниц. Она сама выкладывает такие вещи, которые потом гуляют в интернете. И плюс еще переписка с ее мамой. Она там пишет за СБУ. Я точно выражение. СБУ прошли или что там, как там правильно написано. Сейчас не могу посмотреть, вспомнить. Ладно. Ну, там же были 4 уголовных дела против Фарион возбуждены, по 4 статьям. СБУ возбуждала, да, в том числе и по разжиганию межнациональной розни. А вот тоже интересное такое, там вот тоже в этой переписке, что там СБУ, она пишет, что надо обратиться к адвокату, береги себя, главное, чтобы с Василем ничего не случилось, и береги деда. И что, ну вот про СБУ. И СБУ за ней следила, вся эта тоже информация везде есть, следила с ней, ну, если слежку ведет СБУ, ее ведут от подъезда до подъезда, прослушка телефона, я не удивлюсь, что там и прослушка вообще была в квартире стояла, а это грамотные ребята, они делают все красиво. И такой момент, за 2 дня до убийства СБУ снимает слежку за Фарион, но один возникает такой вопрос. Если СБУ следила за Фарион, они же ее должны были до подъезда провожать, правильно? А как они не увидели этого странного парня, сидящего во дворе 2 недели? Ну, трудно сказать, что это за парень. Может, это агент СБУ, который следил. Вот это тоже возникает масса вопросов. То есть следствие, да, отдало, как я не знаю, в прокуратуру дело, которое абсолютно никакого отношения не имеет к Славику, но почему-то ребенок сидит уже год в СИЗО за чужое преступление. Но лично это мой взгляд на это дело. Просто как-то странно, что СБУ следит и парня не видит. Они ж такие ребята, они ж сразу видят подозрительные лица. Я не думаю, в таком костюме оригинальном. Не думаю, что слежка была снята. То есть они продолжали, наверное, оперативную разработку. То есть... Ну, еще много вопросов есть по камерам, которые стояли там во всем дворе и возле двора, и куча камер, и только они выборочно показывают, когда им выгодно, движение этого ряженого и так далее. То есть приписывая это Славику. Ну, то есть очень странно и много вопросов, на которые почему-то нет ответов, они не задаются в суде, эти вопросы. Ну, то есть много непонятных вещей. Да, почему камеры не показывают только в те дни, когда им удобно? А что, в остальные дни не работали камеры, не снимали они? Ну, нужно камеры показать с 5 числа, то есть, когда еще не было во Львове Славика. Это было бы четкое алиби. То есть, ну, где эти записи, видеозаписи с этих камер, их надо просто взять, истребовать. Потому это что... должны адвокаты Зинченко делать все. Да. Правильно? Правильно. Надо идти на юридический. У нас Харьковская школа великолепная. Но я в Киеве, то есть у нас, да, читали из университета Шевченко и уголовный там процесс из Национальной академии полиции, да. То есть хорошие преподаватели. Да. Если вдруг, ну это если вдруг
ключевое слово «вдруг». У Вячеслава будет приговор, то тогда Сулейме и второму адвокату, забыла его фамилию, очень много тогда вопросов, наверное, будет у всех граждан Украины. Почему не сделали то, почему не сделали это. Но, надеемся, они к защите подготовятся. Надеемся. Ну, то есть, вот, например, у меня такое отношение, что мы ожидаем справедливого решения суда и оправдательного приговора. Но если будет несправедливое решение суда, то тогда вот отношение к, например, к смерти вот той же Фарион, да, оно может измениться. То есть, если вот сейчас мы выражаем как бы сочувствие, да, вот всей этой ситуации, то неизвестно, как наши отношения по отношению к этому факту смерти изменятся по результату несправедливого решения суда. Может быть, оно превратится в какое-то празднование. Знаете, как люди реагируют? Это... Да. Ой, Господи. Ну, надеемся, что будет оправдательный приговор, и суперсыщики города Львова, прокуратура будут искать среди своих заказчиков, исполнителей и тому подобное. Ну, надеемся, что еще организации, в которые вы написали письма, они вмешаются в этот процесс. Ну, вмешаться у них не получится, но наблюдать, может быть, это как-то повлияет на ход событий, и будет судьями принято верное решение. Я уже знаю, что по поводу вот барельефа, который прилепили там к стене дома, уже есть недовольство. И жильцы отказались, например, разрешать сделать там музей. Значит, и вообще они против вот этого вот всего, вот этих процессов, которые там происходят. Да, они же там живут, и это их жилище. Им не нравится, что там какие-то такие происходят публичные мероприятия. Да, и в общем-то, там возникает уже некоторое противостояние. Ну, я так, насколько знаю. Ну, слава Богу. Некоторые говорят, сейчас я отобью вот этот от стенки этот, значит, барельеф, чтобы он тут не торчал. Вот буквально такие были заявления жильцов. Ну правильно, ну что они со двора устроили кладбище? Ну да. Мама сегодня едет на свидание со Славиком, поэтому Бог ей в помощь. Что она там расскажет, как там себя чувствует ребенок, тоже узнаем, расскажем вам. Ну и... Подписывайтесь на Валерія Табакова, канал в ТикТоке и канал в Ютубе. Підтримайте маму донатами, пожалуйста, будь ласка. Карта мамы вы все знаете. Вот. И каждые 5-10 гривен в помощь этой семье, это важно, потому что мы поддерживаем этого ребенка. Не только ребенка, но и справедливость, давайте так скажем. Ланочка, ну скажи, мне давно не было, тут свои проблемы, нюансы. Подскажи, как там у него в камере, все в порядке? Ну, в камере, как в камере. 2 на 3. Нет, я имею в виду, что не было больше никаких там угроз, еще чего-то. Ну, вроде пока все, слава богу, Лена мне сказала. Да. Насколько я знаю, то Лена мне сказала, что пока все, слава богу. Поэтому поддерживайте эту семью. Каждые, я говорю, 5-10 гривен это важно, потому что мама все-таки покупает какие-то вещи ребенку, покупает продукты и так далее, ездит на встречи, на свидания, общается и так далее. То есть все равно эта помощь, и любая ваша важна. Репосты, комментарии тоже важно, потому что тогда происходит розголос. Ну и подписывайтесь на канал Валерия Табакова в Ютубе, потому что он делает полный анализ ситуации, происходящей с невиновным ребенком. Ну, он уже не ребенок, но для нас это ребенок. Давайте так будем говорить. Ну и следующий наш эфир я скажу, когда мы выйдем в эфир, чтобы так не быть голословной, следите за публикациями. Вот. И всем хорошего вечера. Всем хорошего вечера, Волю Вячеславу. Спасибо Валерию вам за информацию, за юридические разъяснения, с юридической точки зрения разъяснения некоторых вопросов по делу Вячеслава.
Ну і спасибо, і до нових зустрічей, так скажем. Да, Дякую всім. спасибо. Дякую. Хорошего вечера.